По мере развития бычьего рынка криптовалют становится ясно, что биткоин — это крупный источник новостей. А DeFi биткоина повлияют не только на него, но и на все рынки. Благодаря тому, что токены BRC-20 и ординалы совершенно неожиданно стали реальностью, у нас теперь есть эквиваленты токенов ERC-20 и NFT на биткоине. Мы прошли долгий путь, поскольку у нас была война. Внутри биткоина случилась гражданская война, о которой никто не знал. Половина разработчиков говорила: давайте сократим это, избавимся от токенов BRC-20 и ординалов. А другая половина заявляла: не смейте, это хорошо для биткоина. Так что же такое BRC-20? Что такое ординалы? Как мы можем использовать их для своей выгоды, извлекать прибыль и опережать всех остальных в сфере криптовалют? Об этом мы поговорим с Дэймоном Намом, SEO Orange Wallet. Я очень оптимистично настроен по отношению к этому проекту, заинтересован в нем. Кстати, я упоминал, что Дэймон и большая часть его команды ранее работала в Microsoft. Привет, ребята, это Брифит Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифит Дэнс. Редакция Crypto.ru перевела и озвучила для вас это огромное интервью. Давайте порадуем ребят лайком и подпиской. Дэймон, добро пожаловать на The Crypto Factor. Большое спасибо за то, что ты здесь. Я очень рад и взволнован. С нетерпением жду разговора о токенах BRC-20, ординалах, токенах Orange и многом другом. Большое спасибо, что пришел. Нравится твой настрой, Пол. Спасибо, что пригласил. Очень рад возможности поделиться некоторыми нашими идеями и пообщаться с тобой. Я хотел поговорить про токены Orange, поскольку я заинтересован в этом проекте. Я с самого начала был в него вовлечен. У него много плюсов и все такое. Но я хочу, чтобы люди понимали, что такое токены BRC-20 и ординалы. Какие преимущества они могут принести. И потом мы сможем рассмотреть токены Orange. Что могут принести они, если угодно. Потому что я считаю, что Orange это... Давай назовем его Bitcoin DeFi. Будет ли это справедливым определением, корректным термином? Да. То, на чем мы сосредоточены в Orange, наша миссия — создавать на основе биткоина экосистему DeFi товаров и услуг, которая позволит вам управлять любым биткоином или тем, что с ним связано, например, новыми стандартами на биткоине. Это является нашей миссией уже более года. Мы сосредоточены на этом и очень рады находиться рядом с золотым стандартом на этом рынке. Что касается BRC-20, и мне бы хотелось получить ваше мнение по этому вопросу, то давайте рассмотрим историю этого конкретного стандарта. Он был запущен больше года назад или около того. По ошибке, не так ли? Да, это довольно интересная история. Но если вы посмотрите, то несколько лет назад у нас было лето DeFi, и много экспериментов с эфириум и всеми альтернативными и побочными цепочками. Большая часть активности была для того, чтобы улучшить производительность, масштабируемость, интероперабельность и другие проблемы, с которыми столкнулся биткоин. Мы увидели данную активность, она подстегнула нас. Также мы видели огромную энергию вокруг NFT, запуск различных коллекций. Хотя NFT на эфириум уже существовали некоторое время, именно тогда мы стали наблюдать всплеск популярности. Я полагаю, что прошлым летом с помощью различных творческих умов, разработчиков биткоина и так далее, они увидели возможность перенести часть своей деятельности на лучший блокчейн в отрасли, то есть биткоин. Если совсем просто, то BRC-20 — это надпись поверх обычного блокчейна биткоина, которая добавляет некоторые метаданные. Они записываются в блок, чтобы потом их можно было перенести в блокчейн. Когда вы взаимодействуете с ординалами, BRC-20 и так далее, вы делаете это в самом лучшем и безопасном блокчейне в мире, которым является биткоин. Эти надписи позволяют нам иметь дополнительную гибкую информацию, которую можно прикрепить к блокчейну. Это позволяет вам связать конкретный блок, например, с изображением, видео и так далее. Знаете, когда были созданы BRC-20 и ординалы, была цель взять большую часть той активности, которая происходила с NFT на эфириум, и перенести ее на биткоин. И мы увидели, как на биткоине запускаются тонны коллекций, множество токенов BRC-20, мемов и так далее. И это здорово. Круто, что так много экспериментов проводится на лучшем блокчейне в мире. И это довольно иронично, не так ли? Ведь если разобраться, то биткоин — это первый созданный блокчейн. Да, он существует дольше всех.
Но все же, если взглянуть на инструменты, инфраструктуру и все, что с ней связано, он довольно новый и развивающийся. У него огромные возможности и огромный рынок сбыта. Именно поэтому так много игроков сейчас присоединяются к этой сфере. Немного побуду адвокатом дьявола. Считаете ли вы, что все эти надписи и ординалы замедлят работу сети биткоин? Мы видели это в самом начале. Ходили разговоры, что от них хотят избавиться. Однако потом разработчики склонились к тому, чтобы оставить их, поскольку увидели в них потенциал. Что происходит сейчас? На каком именно этапе мы находимся? Привет, это Пол. Видео, которое вы смотрите, никем не проспонсировано, так что спонсором буду я сам. Если вы хотите поработать со мной индивидуально или ознакомиться с моими курсами, то ссылки на них находятся в описании к оригинальному видео. Также размещены несколько ценных бесплатных вебинаров специально для вас. Ставьте лайки, возвращаемся к видео, которое вы смотрите. Так, давайте подумаем об этом, исходя из здравого смысла. Если вы чрезмерно используете что-то, то это приводит к перегрузке, не так ли? Если много людей выйдут на шоссе после 6 вечера, закончив работать, на дорогах возникнут пробки. Так что проблема не обязательно связана с надписями, токенами BRC20 и так далее. Чем больше используется сеть, в том числе и сам биткоин, чем больше он распространяется среди потребителей, тем сильнее перегружается сеть. Это тоже своего рода положительный момент. По мере того, как вы набираете обороты в чем-то, это становится более популярным, широко распространяется. Майнерам это нравится, поскольку эта бизнес-модель позволяет им получать больше денег. Мы считаем, что это нормальная деятельность. А BRC20, надписи и все остальные эксперименты добавляют интереса ко всему этому. Так что со своей стороны я не рассматриваю это как проблему. Я думаю, что это одна из вещей, которые помогли нам изменить курс, перейти с медвежьего рынка на бычий, поскольку использование возросло, не так ли? Мы увидели рост интереса. На мой взгляд, это все позитивные моменты, которые отражают заинтересованность. По нашему мнению, эти вещи хороши для индустрии. Есть ли способы ускорить процесс или найти решение, позволяющее избежать перегрузок? Или нет? Да, отличный вопрос. Знаете, на сегодняшний день решение есть для любой цепочки, не только для биткоина. Это побочные цепочки и другие масштабируемые решения, которые позволяют пользователям не взаимодействовать с цепочкой напрямую, а делать что-то вне ее или, возможно, в альтернативной цепочке. Знаете, мы стали замечать, особенно в нашем собственном бизнесе, большую активность компаний, пытающихся разработать второй уровень. Крупнейшим игроком на рынке биткоина сейчас является Stacks. Они проделали огромную работу, создав альтернативную цепочку и развив экосистему вокруг своей цепочки, благодаря чему транзакции стали более быстрыми и эффективными. Думаю, что за последние 3 месяца я слышал, наверное, о примерно 10 новых L2, релиз которых ожидается в этом году. Мы тоже изучаем это направление. Итак, одно из решений заключается в возможности делать подобные вещи и совершать транзакции в альтернативных цепочках, а не на первом уровне. Когда речь заходит о справедливости, давайте немного поговорим про кошелек Orange. Я упомянул DeFi, и мы приближаемся к этой сфере. Будет ли верно назвать Orange аналогом MetaMask для биткоина? Это наша цель. Таковы наши ожидания. Это иронично. Я ранее упоминал, что биткоин был своего рода пасынком индустрии из-за проблем с производительностью в прошлом. Много активности и фокус сместились с него из-за низкой скорости транзакций. На самом деле, переводить деньги через биткоин дешевле, чем даже через эфириум. На днях я совершал транзакцию через ETH, и комиссия составила 40 с чем-то долларов, потому что сеть была настолько перегружена. Да, это еще дешево. Если бы вы сказали раньше, я бы посмотрел свои транзакции. Там были более крупные суммы. О да. Я видел, как друзья собирают коллекции NFT. В зависимости от того, как составлен смарт-контракт, плата за газ может исчисляться тысячами долларов. В любом случае, я говорю об этом из-за сегодняшней ситуации. Если посмотреть на нее с точки зрения биткоина, то на рынке кошельков есть крупные игроки, есть известные разработчики, но нет крупнейшего бренда. Когда вы думаете про эфириум, на ум сразу же приходит MetaMask. Он является главным игроком. Когда вы думаете о биткоин, особенно если думают новые потребители на рынке, нет ни одного, который выделялся бы. Рынок открыт. Мы увидели возможность и приступили к созданию собственного кошелька.
И мы стремимся к такому же успеху, которого достиг MetaMask. И мы думаем, что добьемся этого, используя пользовательский опыт и некоторые креативные вещи, которые помогут сделать этот опыт лучше и приятнее. Раз уж речь об этом, недавно я увидел, что можно застейкать токен Orange в любом другом кошельке и получить выгоду. Я хочу понять это. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом? Да. Когда мы задумывались о стейкинге, обычно в нашей индустрии стейкинг тесно связан с лояльностью. Мы называем это программой лояльности Orange. Знаете, общие принципы и идеи, лежащие в основе любой программы лояльности в реальной жизни, пока вы находитесь в какой-либо экосистеме, вы должны получать за это награды, не так ли? Пока вы летаете на самолетах определенной авиакомпании, она начисляет вам мили или какие-то другие бонусы. Все привыкли к данной модели, и мы решили привнести такие же принципы в нашу программу лояльности. Исторически сложилось так, что стейкинг в нашей отрасли в некотором роде следовал этой модели. В некоторых проектах по типу Ethereum EVM вы отправляете токены в смарт-контракт, они находятся там, вы зарабатываете определенный процент, а затем получаете тот же токен обратно в качестве вознаграждения. Проблема этой модели в том, что она не очень гибкая. Во-первых, возникает проблема с безопасностью. Вы отправляете токен на смарт. Мы видели, как взламывают смарт-контракты. Мы видели, как команды уничтожали сам контракт. Вы зависите от слов разработчика про этот конкретный API и его доходность. Это может быть неразумно, как мы видели в прошлом. Кроме того, это снижает ценность токена, поскольку награда — это нативный токен. Обычно вещи, выпадающие бесплатно, тут же продаются. Да. И когда мы думали о нашей программе лояльности, мы рассматривали ее в контексте традиционных программ лояльности, которые вы видите на рынке. Нашей первоочередной задачей было сосредоточиться на безопасности. Мы не хотели, чтобы людям надо было куда-то отправлять токены, чтобы зарабатывать и получать вознаграждение. Поэтому мы создали специальную технологию. Мы используем наш собственный индексатор и можем узнать, когда вы положили ваши токены в свой кошелек. Затем, если они не двигаются и находятся в состоянии покоя, вы начинаете получать Orange Points. Они открывают вам новые возможности. Их можно использовать, как, например, мили в авиакомпании. Мили авиакомпании можно обменять на товары или авиабилеты. У вас есть большой выбор, и это добавляет гибкости. Мы хотели применить тот же принцип в нашей программе. Как вы знаете, у нас вы можете покупать товары, а также токены проектов, готовящиеся к запуску. У нас есть модели получения дохода в рамках нашего бизнеса. Когда-нибудь в будущем мы хотим поделиться этим с владельцами наших токенов. Вознаграждения будут выданы в биткоинах. Также у нас есть пара проектов, над которыми мы работаем. У них будет собственный нативный токен, и вы сможете выбирать и зарабатывать с помощью этих проектов. Создается безопасная среда, в которой вы сами управляете своими токенами. Они принадлежат вам, и у вас есть и закрытый ключ. К тому же вы вправе гибко выбирать вознаграждения, которые желаете получить. Это не снижает первоначальную стоимость ваших токенов Orange. Так что да, мы очень воодушевлены. Пользователи и сообщество очень позитивно отреагировали и приняли эту новость. В результате мы наблюдаем значительный отток средств с бирж на самокастодиальные кошельки. Я думаю, что это объясняется ажиотажем и динамикой цен токена Orange. Отлично. Итак, прямо сейчас у меня есть несколько токенов Orange в моем кошельке. По-моему, это кошелек Unisat. Я получу вознаграждение независимо от того, можно ли их перевести или нет. Да, это еще один плюс гибкости, не так ли? Когда мы думаем о блокчейне, мы думаем о свободе и суверенитете. Поэтому мы не хотим ограничивать людей только нашей экосистемой, если они этого не хотят. Если люди желают совершать транзакции и хранить свои токены, например, в Unisat или Xverse, которые также являются отличными продуктами, у них должна быть свобода и гибкость, позволяющие им делать это. Вы все равно будете зарабатывать баллы, даже если храните токены именно в этих кошельках. Если в какой-то момент вы захотите воспользоваться Orange Wallet, то все наши кошельки поддерживают стандарт BIP39. Так что вы можете импортировать свою сид-фразу в наш кошелек. О, круто! А затем ваши кошельки Orange появятся там. И наоборот, если вы создадите кошелек Orange, то ваша сид-фраза будет совместима и подойдет для Xverse, Ledger и других кошельков.
Вы будете накапливать баллы независимо от того, где вы храните токены, при условии, что это один из поддерживаемых провайдеров. А вот как вы сможете использовать их. Мы скоро запустим Orange Portal, сайт с вознаграждениями. Вам просто надо будет подключить свой кошелек. С помощью нашего индексатора вы увидите, сколько баллов набрали, и у вас появятся варианты выбора. Вроде электронной коммерции, в которой вы можете получать вознаграждение за баллы. Да, это был мой следующий вопрос. Как посмотреть количество набранных баллов? Итак, доступен ли кошелек Orange сейчас, или он находится в тестовом режиме, для тех, кто смотрит видео? Да, в настоящее время он находится на стадии бета-тестирования. И это значит... Так, вернусь немного назад. Мы разрабатываем его уже почти год. Он функционирует в тестовой сети, в основной сети. Это мой повседневный кошелек. Но мы еще не выпустили его, поскольку хотели убедиться, хотя он не кастодиальный, у нас никогда не будет доступа к вашим средствам. Мы не храним никаких данных, у нас нет. Вы не предоставляете адрес электронной почты или другую личную информацию. Так что конфиденциальность гарантирована, мы полностью анонимны и так далее. Но мы хотели убедиться, что защищаем наших пользователей так же хорошо, как защищаем нашу компанию, ок? Мы провели аудит в компании Haken, являющейся одним из ведущих поставщиков услуг безопасности в индустрии. Недавно они провели аудит и предоставили отчет. Были некоторые проблемы, к счастью, не критические, но были некоторые проблемы, по которым у них были рекомендации, например, более строгие требования к паролям и так далее. Мы исправляем эти проблемы. Ожидаем, что справимся с ними на следующей неделе. Отправим наш код обратно в Haken. Они подготовят финальный отчет. Затем мы немедленно релизнем продукт. И это будет масштабный релиз. Мы подготовим рекламу. Приложение будет доступно в магазине приложений Google Play. Отлично! Мы собираемся поддерживать и другие браузеры. Но если кто-то захочет попробовать кошелек прямо сейчас, конечно, это бета. Ее немного сложнее установить, поскольку ее нет в магазине приложения Google Chrome. Но любой желающий может загрузить ее с нашего сайта прямо сейчас. А она будет доступна на iOS или нет? Да. Одним из пунктов нашей дорожной карты является поддержка кошелька в браузерах Safari и Firefox. Поэтому мы изначально были сосредоточены на расширении для браузера. Потом мы обратили внимание на iOS и на Android. Это логично, так что большинство людей хотят использовать DeFi и совершать подобные действия в браузере. Это намного проще, и они могут получать доступ к информации онлайн. На мобильных устройствах такой возможности пока нет. Да, именно так. К тому же, с точки зрения разработки, когда вы начинаете поддерживать слишком много платформ одновременно, это становится очень дорого и отнимает много времени. Например, у вас есть баг на ранней стадии. Вы хотите его исправить. Если вы поддерживаете несколько платформ, то могут потребоваться 5 разных изменений, да? Да, что ж, кто-то из моей группы ранее... Кстати, ссылка на VIP-группу внизу. Кто-то из моей группы хотел задать пару вопросов. И один из них такой. Когда появится оранжевая ламба? Оранжевая ламба? Мне нравится. Отвечу так. Когда ты его купишь, Пол? Что ты купишь, мой друг? Я предпочитаю внедорожники, но сейчас есть внедорожники Lamborghini, так что посмотрим. Да, можно же купить Юрус, верно? Верно. Знаешь, иронично, но я сейчас живу в Дубае. Переехал сюда пару лет назад, но впервые сел за руль Lamborghini только несколько месяцев назад. И это произошло случайно, поскольку один из моих друзей владеет автосалоном. Но да, до недавнего времени я ни разу не садился за руль Lamborghini. Ну, я уже не молодой. Не молодой. А выглядишь молодо, кстати. Спасибо. Приближаюсь к 50, но спасибо. Мне 46, но ты выглядишь моложе меня. Вот так. Но мы одного возраста. Через пару месяцев мне исполняется 47, так что... Ок, круто. Говоря про оранжевую ламбо. Шутки в сторону, поскольку этот вопрос задавали мне в группе. Хотите верьте, хотите нет, мне кажется, что в маркетинговых целях и для брендинга компании лучше было бы приобрести оранжевую ламбо с логотипом, именем, брендом и так далее. Было бы неплохо для какого-нибудь мероприятия. Знаешь, это интересно. В апреле у нас намечается мероприятие. Оно проходит параллельно с Token 2049. Кто-то тоже об этом упоминал. Говорили, что это был бы классный брендинг. Можно было бы разместить оранжевую ламбо внизу и указать на ней веб-страницу. И люди, пришедшие на мероприятие, посчитают это отличным маркетинговым ходом. Да, я думаю, что это гениально. И мы могли бы сделать что-то подобное.
Здорово! Да, очень хорошая идея. Вот про что еще спрашивают. Одолжи нам свою пол. У меня нет ламба, у меня нет ламба. Будете ли вы размещаться на Binance или на других биржах? Мы стремимся к этому, ок? Очевидно, что Binance — это крупнейшая централизованная биржа на рынке. Золотой стандарт для всех. У нас определенно есть желание попасть на биржу в будущем. Самое замечательное, одна из вещей, которая была для нас приоритетной, мы хотели убедиться в том, что токен Orange будет широко доступен, когда появится на рынке. А BRC-20 все еще нелегко пользоваться, да? Особенно для людей, не являющихся искушенными криптоаналитиками. Когда мы запустили Orange, были 4 централизованные биржи, которые добавили нас в день нашего запуска. Мы очень гордимся этим, поскольку, как ты знаешь, получить листинг централизованной биржи непросто. Очень сложно. Дело не только в деньгах. Придется принять еще ряд мер. Да, именно так. Нам потребовались месяцы работы, чтобы обеспечить это и укрепить существующие отношения. К счастью, мы изначально были на 4 крупных биржах, а теперь мы на 7. В этом месяце мы появимся еще на 2, нет, на 3 биржах. Таким образом, всего мы будем на 10 биржах в течение 2 месяцев существования токена. Обеспечивание высокой ликвидности и доступности было для нас приоритетом. Сейчас мы ведем переговоры со всеми биржами первого уровня, то есть за пределами США, а именно Bybit, KuCoin, OKX и Binance. Мы на связи с каждой из них. Например, завтра мы запускаем совместную кампанию с Binance. Они делают все возможное, чтобы догнать OKX и стать лидерами на рынке биткоинов. Ну да. Они недавно запустили свой рынок надписей и разместили нас там. Они попросили нас выделить Orange и провести с ними кампанию в течение недели. В ее рамках мы проведем AMM, несколько маркетинговых кампаний и коллабораций. И это начнется завтра. Круто! Они также попросили нас укрепить наши отношения и поддержать их кошелек Web3 и все наши DApps, что также поможет в поддержке. Как ты знаешь, у нас есть несколько других проектов, которые мы пока разрабатываем. Я бы сказал, что мы работаем с ними над углублением отношений, чтобы мы могли продолжать коллаборации. Но да, очевидно, мы стремимся к тому, чтобы токен Orange попал на эту биржу. Напомни, пожалуйста, есть ли в кошельке Orange функция обмена, чтобы можно было обменять BRC-20 на биткоины? Или эта функция еще разрабатывается? Есть. Она имеется даже в раннем билде. Это особенно актуально для Mainnet. По сути, мы привлекаем партнера, который помогает нам проводить эти обмены. Это компания Alex Lab. Ок, отлично. Это один из оригинальных разработчиков биткоина. Мы используем SDK от них, чтобы выполнять эти свопы. Мы также разрабатываем наши собственные решения. Но на данный момент обмены в кошельке Orange проходят через Alex Lab. Хорошо, отлично. А какие у вас планы относительно кошелька? Что дальше? Что будет дальше? Чего нам ожидать? Да, отличное время для разговора. Я не хочу, чтобы твоя аудитория думала, что это запланировано, потому что это не так. Наш разговор органично сложился. Так получилось, что он совпал со многими важными вещами, в том числе с коллаборацией с Binance. Сегодня мы делаем очень важные объявления и показываем демо-версию нашего помощника Orange. Я думаю, что он поможет нам выделиться среди конкурентов на рынке кошельков в целом, не только биткоинов. Orange Assistant обрабатывает естественный язык и использует ИИ для улучшения. Это еще и ИИ-агент, которому можно приказать выполнить что-либо? Да, и это тоже. Ок. Да, я приведу несколько примеров использования. Я действительно в восторге, потому что мы никогда раньше не видели подобного. Например, мы видим этот мир. Представляем себе мир будущего, в котором вам не нужно будет ни на что нажимать, так? Не нужно открывать расширение браузера, щелкать мышкой, выполнять шаги для проведения транзакций и так далее. Мы представляем себе естественное взаимодействие с помощью голоса или текста. Вот как мы с тобой сидим и разговариваем. Итак, давай посмотрим некоторые возможные варианты использования. Мы встроили собственные языковые модели и финансовую информацию, которая хранится у нас. Можно задать помощнику такие вопросы, как «Каков объем торгов на Binance за 24 часа?». В общем, вам не нужно самостоятельно искать информацию. Она всегда у вас под рукой. Ваша личная информация еще более ценна. Вы можете спросить, когда я в последний раз отправлял биткоины Джону? Вместо просмотра кошелька
изучение транзакций или, что еще хуже, посещение блокчейн-обозревателя, можно сразу получить эту информацию. Наиболее сильно помощник себя проявляет при выполнении финансовых транзакций. Во время сегодняшней демонстрации можно будет ввести текст или даже сказать «Отправьте $100 в биткоинах по BTC». Когда вы это сделаете, вы сразу попадаете на экран подтверждения, и вы сможете подтвердить транзакцию, используя расширение браузера или номер телефона в будущем, а затем транзакция состоится. Это снижает порог входа для среднестатистического потребителя. Взаимодействие упрощается. Мы думаем, что сумеем воспользоваться преимуществами новых технологий и сделать интерфейс более эффективным. Круто, круто. Много всего связано с токенами Orange и кошельком Orange. Позволь задать пару личных вопросов. Дэймон, хочу узнать немного больше о человеке, стоящем за токеном Orange. Начну вот с чего. Если бы я встретил тебя в старшей школе, что бы я подумал о тебе? Кем тогда был Дэймон? Ох, отличный вопрос. Я изменился, довольно сильно изменился со времен молодости. Я всегда стремился к соперничеству, но тогда очень-очень сильно стремился к конкуренции. Я думаю, что у меня сложилась прочная репутация человека, который очень много работает. У меня сильная трудовая этика. Я думаю, это у меня от родителей. Они эмигрировали из Вьетнама в США, не имея ничего. И я видел, как усердно они трудятся, чтобы обеспечить семью. У них сильная трудовая этика, большая страсть к соревнованиям, которая никогда не угасает. На протяжении моей жизни было много вызовов и трудностей, особенно в тот период жизни, особенно с моей семьей. Несмотря на все трудности, мы не сдавались, никогда не сдавались. И я думаю, что это одна из причин, по которой мы смогли добиться определенного уровня успеха в наших начинаниях, в том, что мы делаем. Так что, если бы ты встретил меня в старшей школе, ты бы сказал, что я крепкий орешек, неравнодушный парень, который конкурентоспособен, усердно трудится и никогда не сдается. Когда ты начал заниматься криптовалютами? Как ты впервые узнал о криптовалютах, о биткоине? Это же был биткоин? Да, это был биткоин. В 2013-м я начал изучать майнинг. О, в 2013-м, уважаю. Ну, я скорее баловался. Я не был китом, не был миллионером, просто потихоньку изучал и радовался перспективам майнинга. А потом просто продолжил следить за криптовалютами и майнингом. В 2017-м же решил пойти ва-банк. А как насчет тебя? Когда ты вошел в индустрию? В 2017-м. Здорово, здорово. В 2017-м я вышел из больницы после того, как победил рак в первый раз. Я работал наставником в телекоммуникационной компании, обучал продажам. И я всегда хотел заниматься биткоином. Не знал, с чего начать. А владелец офиса фирмы, точнее его шафер, знал все о биткоинах и всем остальном. И как только он сказал, не помню всего разговора, но он упомянул биткоин. И я такой, стоп, покажите мне все, что мне нужно об этом знать. И мы создали аккаунт на Bittrex. Я купил свои первые биткоин, эфириум и лайткоин. И я подсел на это, да так, что не мог сосредоточиться. Я подсел на это, потому что это было как раз перед летом. И я подсел на это. Начал читать об этом, увлекаться, и я подумал, знаете что? Именно этим я и хочу заниматься. Я хочу попасть в индустрию. Я распознал тренды и решил, что это уникальная возможность. После того, как мой контракт закончился, я с помощью холодных звонков стал директором по маркетингу в польской компании ExpertFly. Я переехал туда вопреки предписаниям моего врача. Я начал работать на ExpertFly, ну и потом все завертелось. Я написал свою первую книгу о криптовалютах и все такое. Вот так я попал в индустрию. Я работал в ней до прошлого года, когда у меня вновь обнаружили рак. И я просто не мог продолжать работать. Я не хотел испытывать стресс, не хотел ничего подобного. Поэтому я начал заниматься тем, что делаю сейчас. После того, как я вышел из больницы, я не мог ничем заниматься. У меня не было сил куда-то пойти, что-то сделать. Так что я сосредоточился на этом, и теперь занимаюсь коучингом 1 на 1. У меня есть маленькая группа в Телеграме и канал на Ютубе. Потрясающе! Знаешь, мне всегда нравилось слушать рассказы других людей об их пути, поскольку это крайне интересно. Особенно то, как люди на самом деле осваивают эту отрасль. Это очень круто. Это прекрасная индустрия. В ней работают замечательные люди. Как правило, люди здесь готовы помочь, в отличие от других сфер. Очень легко установить контакт с людьми, если вы действительно этого хотите. Все готовы помочь.
Менталитет совершенно другой. Я думаю, что меня больше привлекли люди, занимающиеся криптовалютами, чем сами криптовалюты. Потому что, плохие люди есть в любой индустрии. Но кажется, что в криптовалютах больше хороших людей. Безусловно. Да, есть нечестные игроки, есть мошенники. Имеются раздражающие люди в комментариях. Но в большинстве случаев встречаются хорошие люди, искренне желающие помочь. Они не боятся делиться своим успехом. А это очень важно. Большинству людей это не нравится. Они хотят быть выше вас. У них есть комплексы. А в криптовалютах это звучит так: давай добьемся успеха вместе. 100%. Полностью согласен. Это одна из причин, по которой я влюбился в эту индустрию. Есть плохие люди, но большинство из них хорошие. Просто плохие парни часто высказывают свое мнение чуть громче. Но в целом многие люди в нашей отрасли придерживаются принципов блокчейна, а именно свободы, суверенитета и возможности работать без границ, к которым мы привыкли, когда росли. И мне это нравится, потому что раньше у нас был разрыв в благосостоянии. К тому же были барьеры, мешавшие получить доступ к определенным сетям. А теперь все по-честному. Криптовалюты позволяют нам преодолеть многие барьеры. Многие люди могут стать очень богатыми. У них теперь есть доступ к различным активам и вещам, которые они традиционно не могли себе позволить. У них есть доступ к глобальным сетям, в которые попасть проще, чем раньше. Теперь это не просто закрытая среда и клубы для своих, которые были раньше, особенно в связи с банками и различными классами благосостояния. Криптовалюта открывает все и меняет правила игры. Поэтому сила сообщества так велика, и люди помогают друг другу. Так что да, это одна из причин, по которой мне нравится индустрия. Да, это потрясающая индустрия. Это так и есть. Мы бы могли говорить об этом целый день, только об этом. Я пытаюсь избежать этого. Это одна из причин, по которой правительство и банки выступают против этого, не так ли? Потому что это посягательство на их территорию, на их богатство и так далее. Все из-за контроля. И по нашему мнению, это прекрасная среда обитания, поскольку все в равных условиях. Самое смешное, что это не просто равные условия игры. Я бы сказал, что у нас есть преимущество, по крайней мере в большинстве случаев, и в этом участвует все больше людей. Становится более очевидным. Это может спасти жизни. Я слышал истории, как крипта буквально спасала жизни, так что... Да, передача ценностей. Я помню, как отправлял средства, находясь в самолете. Может, в моем конкретном случае я и не спас чью-то жизнь, но я знаю истории, когда люди отправляли деньги очень-очень быстро по сравнению с фиатными переводами, занимающими много времени. Ну, ты знаешь, бумажная волокита, много дней на проверки, а в чрезвычайных ситуациях, если повезет, потому что вы, возможно, не сумеете отправить деньги, не сумеете открыть банковский счет. Может, вы просто находитесь в стране, которая... И люди думают... Люди, которые говорят, что биткоин не имеет ценности и все такое, просто никогда не жили в странах, где... Ну или они просто недостаточно восприимчивы, чтобы понять, что есть и другие люди. Мир не вращается вокруг них. Знаешь, на Филиппинах есть рабочие, и в Дубае, везде. От Сулеймании до Дубая есть люди, которым нужно отправлять домой деньги. А они этого не могут сделать. А криптовалюты, в особенности биткоин, делают это возможным. Да, абсолютно верно. Знаешь, я считаю, что люди, которые утверждают, что биткоин не имеет ценности, делятся на две части. Одни не понимают экономику и ее принципы. Точно, точно. Даже бейсбольные карточки имеют ценность. И если есть спрос, значит есть и ценность. А вторая часть — это люди, которые не хотят поддерживать это, поскольку это каким-то образом угрожает им лично. В финансовом плане, с точки зрения бизнеса или как-то еще. Но реальность такова. И мы уже видели, как это происходит снова и снова. Особенно на бычьих рынках. Это признанная рынками ценность, отличный способ передачи активов. И это остается. Назад пути нет, так? Да-да, либо вы примете это, либо останетесь позади. И учреждения начинают замечать этот тренд и поддерживать его. Я родом из США, и я думаю, что США будут отставать в плане технологического прогресса, хоть мне стыдно признаваться в этом. Так будет из-за строгих правил, запрещающих поддерживать это. Но что есть, то есть. Криптовалюты останутся. Я живу в Европе, так что я все прекрасно понимаю. Да-да. Хотя я думаю, что Европа немного лучше США в этом плане, но все же. О да, определенно лучше, чем в Штатах. В
В частности, в США сопротивление вызвано политическими соображениями. Есть и такой тип вмешательства. Посмотрим, что произойдет, если Трамп победит на выборах. Я не хочу углубляться в политику, но не знаю, видел ли ты его выступление пару дней назад. Он говорил о том, что... Вначале он говорил: да, доллар силен, я верю в доллар, я никогда не увлекался криптовалютой, я все еще позитивно отношусь к доллару. Но я видел, на что способны криптовалюты. И я продал эти монеты. Некоторые из них по 600-750 тысяч долларов. И он просто бомбардировал крипто и биткоинами. Да, если бы его избрали, то он был бы первым избранным президентом, у которого есть собственная компания NFT, не так ли? Да, верно. Переизбранным. Другого такого не будет. Ему нравится Dogecoin. Да, у нас специальный гость, мне это нравится. Да, это Диас. Так по-гречески зовут Зевса. О, интересно. Очень мило. Мне нравится твое мнение, Пол. А раз уж мы заканчиваем. Как ты думаешь, куда пойдет рынок? Очевидно, что настроение изменилось по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад. Мы начинаем видеть хорошую поддержку и восходящий тренд настроений и показателей рынка. Мне любопытно, что ты думаешь о ближайшей паре лет? Что произойдет дальше? Я сейчас огорчу многих людей, но они будут счастливы, если действительно выслушают и поймут, о чем я говорю. Это забавно, поскольку пару лет назад меня спросили о том же на канале Around the Blockchain. Я предсказал цену биткоина 15 600 долларов до того, как он достиг этого дна. Я выиграл пари у Гаррета Солоуэя. И я сказал, что в начале 2023 года люди поймут, что это было дно. Оглядываясь назад, они скажут, что это и было дно. И начнется бычий рынок. Именно так и произошло. Я говорил о 40-50 тысячах к концу 2023 года. Так и случилось. А сейчас я вижу кое-что, что может немного пугать, поскольку у нас может быть более короткий. Конечно, это не 100%, просто чтобы ты знал. Предыдущий успех не означает успеха в будущем. Но я вижу, что бычий рынок может оказаться более коротким, чем ожидают большинство людей. Это не значит, что он не поднимается высоко или еще выше. Просто я считаю, что вершина будет в конце 2024, начале 2025 года. Когда я говорю вершина, я не имею в виду, что не случится забега альткоинов или чего-то еще. Я просто говорю про верх. Я основываю это на нескольких вещах. Одна из них — забеги. У нас сейчас более быстрые и более агрессивные забеги. До сих пор спады и откаты были не такими жестокими, верно? На днях я ожидал 20% отката. Например, на некоторых биржах было 10 или 14%, но я ожидал 20-40% отката. Не думаю, что это точно произойдет, но кое-где во время бычьего рынка это случится. Вторая вещь. Люди очень оптимистично настроены из-за снижения процентных ставок. Но если изучить историю, то снижение ставок после сильного повышения приводит к рецессии. Это может произойти сейчас, может случиться летом, после лета или в конце года. Я имею в виду снижение ставок. Я думаю, что это произойдет после выборов, потому что у нас год выборов, и это может оказаться самым важным. Я не говорю, что на следующий день все рухнет, и мы будем бегать вокруг с криками. Но есть тезис, что биткоин на самом деле связан с фондовым рынком, хоть и отделен от него. Это особенно справедливо теперь, когда есть ETF. Они делают его более связанным с колебаниями фондового рынка и цен. Так что, если произойдет крах фондового рынка, то он повлияет и на биткоин. А многие говорят: о, у нас теперь есть ETF, все будет по-другому. Это меня пугает. Меня пугает, когда люди начинают заявлять, что в этот раз все будет иначе. И если все действительно будет по-другому, то это застанет всех врасплох. И все думают, ладно, многие думают, не все, что для биткоин ETF надо купить базовый актив. Это правда, и в данном случае есть хранитель — Coinbase. Да, это правда, но на самом деле вы не продаете базовый актив. Но если продаж достаточно и предложение превышает спрос, то им придется продавать. Конечно, они избегают этого. Есть другие вещи, которыми можно заняться до этих пор. Но если произойдет рецессия, то все пойдет на спад. И посмотрите на все существующие ETF. Они падают в цене. Почему биткоин должен вести себя по-другому? Верно. Так вот,
Мне нравится твое мнение, потому что многие люди, особенно в этой индустрии, не следят за макроэкономикой. Они не смотрят, что происходит в мире за пределами криптовалютного пузыря. И похоже, что у тебя жесткая позиция, но я полностью с ней согласен. Забавно. На этой неделе, пару дней назад, мы встречались с частной инвестиционной фирмой. Она хотела вложить в нас деньги. У них было похожее мнение, похожие взгляды. И я полностью с тобой согласен. Корреляция очень сильная, потому что когда дело доходит до акций, долевого участия, любого класса активов, и когда все рынки в мире страдают, все сводится к ликвидности. Класс активов не имеет значения. Недвижимость может подешеветь, акции могут подешеветь. Конечно, некоторые активы лучше сохранят ценность и не упадут так быстро. Но когда людям нужны деньги, как мы видели во время ковида, и все падает, все связано между собой, и все сводится к ликвидности. Так что я полностью с тобой согласен. Если что-то происходит на макроуровне, какой-то переломный момент, все еще происходят конфликты в разных странах. Ходит разговор о том, что Китай готовится к вторжению на Тайвань. Недвижимость в Китае находится под угрозой из-за того, что происходит с Evergrande. Есть много макроэкономических факторов, которые потенциально могут повлиять на рынок. Если это произойдет, то безусловно повлияет на криптовалюты, так как все взаимосвязано. И после этого у нас может быть более короткий медвежий рынок. Но я не хочу это прогнозировать, поскольку еще очень-очень рано. Но знаешь, есть несколько моментов. Я не смотрю новости. Я ненавижу новости. Я думаю, что есть новости для классов и новости для масс. Мы получаем только новости для масс. Нет вообще никакой причины смотреть новости. Покажите мне графики, и я расскажу вам новости. Я больше разбираюсь в графиках. Я слежу за макроэкономикой. Часто изучаю настроение. Когда я вижу, что слишком много людей одновременно стремятся разбогатеть и не заслуживают того, чтобы разбогатеть, я знаю, что это звучит грубо, так вот, я отставляю это в сторону и говорю: ок, здесь что-то не так. Да, правда. Потому что это невозможно. Не все люди в мире станут богатыми. В этом суть моего спора с XRP. Они считают, что вот-вот проснутся и станут миллиардерами, так как думают, что их монета вырастет в 10 тысяч раз. Она не вырастет. И я смотрю на это. Да, когда начинаешь слышать, и это произошло несколько лет назад. Знаешь, когда начали говорить о Ламбо, и люди стали публиковать фото с Ламборджини, и все такое прочее, это плохой сигнал. Да, именно так и есть. Я отчетливо помню, как во время последней бычьей вершины, я думаю, что это была последняя бычья вершина, у меня был друг. Он постоянно покупал и продавал золотые монеты и разные вещи. Он увлекается золотом, полностью вовлечен в него. И он никогда не понимал, что такое биткоин, никогда не понимал криптовалюты. Он всегда был против этого. Мы разговаривали, но всегда немного спорили друг с другом. И я думаю, что это случилось за пару недель до вершины. Он позвонил мне и сказал: «Пол, я хочу, чтобы ты показал мне, как покупать дерьмовые монеты». Он буквально так и сказал: «Дерьмовые монеты». И я думаю, откуда он это знает? Я пытаюсь ему сказать: «Слушай, может, ты хочешь купить эфириум?» Поскольку если он побьет старый рекорд, то продолжит расти. Мы рассматриваем это. Начал объяснять, что такое двойная вершина, потому что я предсказал двойную вершину до того, как она появилась. А он такой: «Нет, я хочу купить дерьмовую монету». А я буквально сказал себе: «Уходи со всех рынков». Вот и все. Это было. Я не был уверен до этого, но как только услышал это, а потом друзья позвонили мне и спросили о криптовалютах. Я раньше работал в развлекательной сфере, и мне звонят разные певцы, с которыми я много лет не общался, и спрашивают о криптовалютах. А они даже не говорили, они увидели мой канал, увидели какой-то пост, начали звонить мне, и я подумал, что это уже чересчур. Все увлекаются криптовалютой, но они потерпят крах. Но тем не менее, я не считаю, что биткоин не может отделиться. Я думаю, что это будет кратковременный спад, по крайней мере для биткоина. И да, он сохранит свою ценность. Кроме того, у нас может быть более короткий медвежий рынок, а может и нет. Все может сложиться просто идеально, не так ли? Как мы и ожидали. Но это не значит, что не нужно зарабатывать деньги, не нужно зарабатывать биткоин, не нужно реализовывать проекты. Так много всего можно сделать. И еще кое-что. Я не считаю, что рынки имеют какое-либо отношение к экономике. Так что, если вы часто замечаете, что рынки не делают того, что им следовало бы сделать по логике, кстати, у меня немного противоположное мнение. Так вот, когда началась СВО в Украине, я этого ни в коем случае не хотел, но я сказал, что биткоин будет расти. Да? И так случилось. И знаешь, было много войн и всего такого, во время чего фондовый рынок растет. Это больше не из-за самой войны,
а из-за сопутствующего ущерба, связанного с процентными ставками, с не с самой экономикой, а... Я не эксперт в этом, я не могу точно сформулировать, что происходит. Но я верю, что рынки — это экономика. Рынки живут собственной жизнью. И если вы попытаетесь применить слишком много логики, то вы потерпите крах, просто потому что все происходит не по вашей логике. Иначе все были бы богатыми. Давайте посмотрим правде в глаза. Если бы все подчинялось логике, то мы все бы зарабатывали. О, конечно. Это логично для людей, которые этим управляют, не так ли? 1%. Крупные компании, миллиардеры. Акционерные компании, которые действительно управляют значительной частью ликвидности на рынках. Но я с тобой полностью согласен. Так, лично я думаю, что даже крупные компании терпели крах. Мы видели это. Я даже не говорю о Lehman Brothers. Ну типа, не так давно у нас были крахи банков, так? А на прошлой неделе в США произошел сбой одного из банков в другом регионе. Правда? Да, я забыл, как он называется. Он не был особо крупным, но если ты помнишь, что почти год назад в США произошли несколько обвалов. Так что да, в этом смысле я полностью с тобой согласен. Ни в чем нельзя быть уверенным. Да, еще раз, я смотрю на то, что влияет на общий рынок, на этот бычий рынок. По крайней мере, когда речь идет о других криптовалютах, кроме биткоина. Сам биткоин и даже золото обычно падают во время серьезного кризиса, а затем растут. Они просто растут. Обычно происходит что-то подобное. Давай посмотрим, что произойдет. Мы же сможем сгенерировать, не так ли? Да, и ты затронул важную тему. Я думаю, что многие люди думают, что рост линейный, особенно когда они приходят на этот рынок и видят значительную динамику цен, особенно в последние несколько месяцев. Они думают, что так и будет дальше. Это вредно. Ничто не растет бесконечно. А в какой-то момент все пойдет на спад, и в этом я с тобой согласен. Я думаю, что мы станем свидетелями здорового принятия, особенно благодаря тому, что приближается халвинг биткоина. Считаю, что летом рост успокоится, как это обычно бывает. Думаю, что есть макроэкономические факторы, которые будут сдерживать нас или даже мешать нам осенью. Но в какой-то момент мы увидим некоторый спад. Так что похоже, что бычий рынок будет коротким. Но стоит уменьшить масштаб. Я считаю, что снижение не будет большим, поскольку, по моему мнению, ETF его замедлят. Да-да, это вполне возможно. Кроме того, раз уж мы заговорили об этом, хочу узнать твое мнение об одной вещи. Что бы ты сделал? Что бы ты сказал, если бы я заявил, что у нас может быть... Я говорю «может быть». Не чтобы защитить себя, а потому что только так стоит рассуждать о рынках. Вы ничего не знаете на 100%. Но что бы ты сказал насчет возможного отката в связи с ИИ-конференцией от NVIDIA как продающей новостью, или того, что халвинг биткоина сам по себе станет продающей новостью? Я очень быстро объясню почему. Да, пожалуйста. Итак, альткоины прямо сейчас... Подожди, прежде чем начнешь, я думаю, что это очень интересно, я об этом не думал. Но я хочу сказать, что развитие NVIDIA и всей области ИИ было очень сильным. Так что да, это очень интересно. Я бы хотел услышать, что ты думаешь. Итак, ИИ прямо сейчас тянет криптовалюты, так? Ну, как бы типа ИИ криптовалюты сходят с ума, и это помогает крипторынкам в целом. Это похоже на фондовый рынок. Есть пара компаний, которые растут и помогают всем остальным, не так ли? И все кажется хорошим. Так вот, дело в том, что до 18 числа осталось даже не 2, а всего 1 неделя. Я уже некоторое время говорю об этом. Будет мероприятие NVIDIA. Сегодня должно было произойти обновление Ethereum. Обновление должно снизить плату за Ethereum и 2-й уровень. Оно вроде бы называется Денкин. Не могу вспомнить настоящее название. Знаю, звучит не очень профессионально, но я не помню название. Если оно успешно сработает, то усилит рынок, поскольку токены ERC-20 набирают популярность и, вероятно, увеличат долю рынка. Потому что есть одна вещь, которую я заметил, наблюдая за ютуберами. Они так долго говорили об играх, а теперь начинают обсуждать ИИ. Так что теперь, возможно, если обновление пройдет успешно, то весь рынок и токены ERC-20 начнут дорожать. Многие игровые компании переходят на ERC-20. Так что если все это произойдет, и мы быстро пойдем вверх, то событие NVIDIA может стать продающей новостью. Потому что ожидает ИИ после этого? Для людей, которые так думают, это может стать самосбывающимся пророчеством.
А если этого не произойдет и цены продолжат расти, то мы говорим о крупном сезоне альткоинов. Но после крупного сезона альткоинов все должно закончиться. Но что же заставит его продолжаться? Ожидание халвинга биткоина. Но как только с ним будет покончено, он станет продающей новостью. Люди скажут: «О чем ты говоришь? Халвинг биткоина придаст бычий настрой». Да, но цена обычно растет через несколько месяцев, а не в день халвинга биткоина. Это ошибка, которую все совершают на каждом бычьем рынке. Да, ты прав. Вот на это я и смотрю. Я не утверждаю, что именно так и будет, но есть вероятность, есть основания так полагать. Да, и такое уже бывало раньше, не так ли? Покупай на слухах, продавай на новостях, да? Большая активность во всем этом процессе связана с ожиданием халвинга. И я полагаю, что мы увидим нечто очень похожее на то, что ты описал. Да, Я это ожидаю. Я тоже это ожидаю на самом деле. потрясающе. Дэймон, так приятно было с тобой пообщаться. Большое спасибо, мне очень приятно. Не хочешь сказать что-нибудь нашей аудитории перед тем, как мы закончим? Да, спасибо, что пригласил. Это была отличная дискуссия, отличный разговор. Всегда приятно получить информацию от других опытных людей в этой отрасли. Очень ценю это. Если вы хотите узнать больше информации об Orange, то заходите на сайт orangecrypto.com. Ссылки вот здесь. Там есть отличная информация о нашей экосистеме, о наших продуктах, а также подробная документация, с помощью которой можно узнать больше. Да, надеюсь поговорить еще раз в будущем. Я надеюсь, что к нашей экосистеме присоединятся больше людей. Большое спасибо, Дэймон. Береги себя. Пока. Слушайте, токены BRC20 и ординалы никуда не денутся. Они останутся. И Orange не только внесет в это свой вклад, но и, по моему мнению, может вывести DeFi биткоина в будущее. Я знаю, что это звучит смело и масштабно, но я действительно верю в этот проект и в эту команду. А теперь, если вы хотите узнать больше о токене и о кошельке Orange, обязательно посмотрите вот это видео. Не стоит его пропускать. Обязательно посмотрите его. Не забудьте подписаться. Увидимся в следующем ролике.